Есть тишина, которую мы ищем в лесной глуши, в пустой комнате посреди ночи, в паузе между вдохом и выдохом. А есть тишина, которая однажды найдет каждого из нас. Момент, когда мир звуков, прикосновений и суеты вдруг исчезает, уступая место чему-то совершенно иному. Что если смерть — это не точка, а многоточие? Не конец истории, а лишь переход к новой, самой таинственной главе. Здравствуйте, дорогие искатели, и добро пожаловать на канал Аркана Визио. Сегодня ночью, отбросив страх и догмы, мы с вами станем молчаливыми наблюдателями. Попробуем проследить за самым сокровенным путешествием, которое, согласно древним легендам, душа совершает в первые 40 дней после прощания с телом. Это не о религии. Это о великой тайне бытия. О том путешествии, которое предстоит каждому из нас. И, возможно, понимание этого пути поможет нам иначе взглянуть на саму жизнь. Представьте себе, вы просыпаетесь, но это пробуждение не похоже ни на одно другое. Нет тяжести тела, нет боли, нет усталости. Только невероятная, почти невесомая легкость. Согласно древним легендам, именно так чувствует себя душа в первые мгновения после перехода. Но эта легкость смешана с растерянностью. Как будто вы внезапно оказались в знакомом доме, где все вещи на своих местах, но что-то неуловимо изменилось. В эти первые 3 дня, как гласят предания, душа еще сохраняет сильную связь с земным планом. Она не призрак, не беспокойный дух из фильмов ужасов. Нет, душа посещает места, которые были ей близки. Людей, которых она любила. Это происходит не на физическом уровне. Никто не увидит полупрозрачную фигуру в дверном проеме. Это происходит тоньше, глубже. Вы когда-нибудь внезапно вспоминали о человеке, которого давно не видели, и через минуту он вам звонил? Или заходили в комнату и чувствовали присутствие? Не видели, не слышали, но знали. Здесь кто-то был. Согласно легенде, в эти 3 дня душа пересматривает свою жизнь. Как если бы вы перед долгой дорогой в последний раз перелистывали старый фотоальбом. Каждая страница — это воспоминание. Каждая фотография — момент, который сформировал вас. Первый поцелуй, последняя ссора, несказанные слова, невыполненные обещания. Все это проходит перед внутренним взором души. Не как суд, не как обвинение, а как понимание. Но почему именно 3 дня? Число Тра священно во многих культурах. Троица в христианстве. Тримурти в индуизме. 3 мира в шаманизме. Нижний, средний и верхний. 3 — это завершение земного цикла. Прошлое, настоящее и будущее сливаются в единое сейчас. И на исходе 3-го дня происходит первый важный переход. После 3-го дня связь с Землей начинает ослабевать. Представьте, что вы поднимаетесь на воздушном шаре. Внизу остается знакомый пейзаж. Мир становится все меньше. Дороги превращаются в тонкие линии, а потом и вовсе исчезают за облаками. Так и душа начинает свое восхождение через тонкие миры. Древние тексты говорят, что в этот период душу сопровождают проводники. В христианской традиции это ангелы-хранители, в египетской – Анубис, в тибетской – духовные наставники. Кто они на самом деле? Возможно, это проекции нашего высшего «Я», та часть нас, которая всегда знала дорогу домой. И вот здесь, дорогие искатели, происходит нечто удивительное. Согласно легенде, с 3 по 9 день душе показывают красоту и гармонию духовного мира. Некоторые традиции называют это райскими обителями.
Но давайте посмотрим глубже. Это не награда и не попытка соблазнить. Это напоминание. Знаете то чувство, когда вы возвращаетесь в дом детства после долгих лет отсутствия? Запах маминых пирогов, скрип половицы у порога, вид из окна на старую яблоню. И вы вдруг вспоминаете, кем вы были до того, как мир научил вас бояться, сомневаться, притворяться. Вот что происходит с душой в эти дни. Ей напоминают о ее истинной, божественной природе, о том свете, который она несла в себе еще до рождения. Психологи назвали бы это стадией принятия и отпускания. Когда горечь утраты сменяется светлыми воспоминаниями. Когда слезы высыхают, оставляя только тихую благодарность за прожитое. Душа как будто сбрасывает с себя тяжелую одежду земных тревог. Слой за слоем. Страх смерти отпущен. Беспокойство за близких растворено. Привязанность к материальному исчезла. И вот, очищенная и легкая, на 9-й день душа подходит к первому серьезному порогу. Девятый день. В христианской традиции это начало так называемых мытарств. Само слово «мытарство» вызывает тревогу, не правда ли? Картины средневековых фресок с демонами и весами для взвешивания грехов. Но что, если я скажу вам, что эти образы – всего лишь попытка наших предков описать то, для чего у них не было слов? Давайте отбросим пугающие картины. Представьте вместо этого зеркальную комнату. В этой комнате нет судей, нет обвинителей, нет палачей. Есть только вы и ваше отражение. Каждое зеркало показывает момент вашей жизни. Но не так, как вы его помните, а так, как он был на самом деле. Вот мытарство лжи. Вы видите каждое нечестное слово. Но главное, вы видите его последствия. Как одна маленькая ложь породила недоверие. Как недоверие разрушило отношения. Как разрушенные отношения оставили шрам на чьей-то душе. Это не наказание. Это понимание. Вот мытарство гнева. Каждая вспышка ярости проигрывается заново. Но теперь вы чувствуете не только свой гнев. Вы ощущаете страх ребенка, на которого накричали. Боль человека, которого оттолкнули в порыве злости. Горечь друга, которого ранили резкие слова. И снова, это не кара, это осознание. Согласно легенде, таких мытарств 20. Гордость, зависть, чревоугодие, блуд, уныние. Но давайте будем честны, это не грехи. Это человеческие страсти. Те самые, которые делали нас живыми. Любовь, перешедшая в ревность. Желание признания, ставшее тщеславием. Стремление к безопасности, превратившееся в жадность. В зеркальной комнате душа встречается не с демонами. Она встречается с собой. С каждой своей тенью. С каждым непринятым аспектом. С каждым уроком, который она пришла выучить в земной жизни. И знаете, что самое удивительное? Современные исследования околосмертных переживаний описывают нечто очень похожее. Люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают о панораме жизни, моменте, когда вся жизнь проносится перед глазами. Но это не просто воспоминания. Это переживание жизни со всех точек зрения одновременно. Вы чувствуете то, что чувствовали другие. Видите связи, которых не замечали. Понимаете смысл того, что казалось случайностью? Один человек, вернувшийся оттуда, и сказал: «Я увидел, как мое раздражение утром повлияло на настроение жены, как ее плохое настроение передалось детям, как дети понесли это в школу. И так, кругами по воде, мое утреннее раздражение коснулось десятков людей. Но я также увидел, как одна моя улыбка незнакомцу в метро изменила его день, а через него жизнь другого человека». Вот что такое мытарство в современном понимании. Не суд, не наказание, а глубочайшее, тотальное осознание.
И когда душа проходит через это осознание, принимая и интегрируя весь свой опыт, начинается следующий этап путешествия. После 9-го дня начинается то, что древние тексты называют «великим странствием». 31 день пути через миры и измерения, о которых мы можем только догадываться. Что происходит в этот период? Легенды разных культур удивительным образом сходятся в одном – это время глубокого обучения. Душа начинает видеть то, что было скрыто от нее завесой физического существования. Законы кармы раскрываются не как система наказаний и наград, а как естественный закон причины и следствия, как гравитация в духовном мире. Вы бросаете камень в воду, появляются круги. Вы совершаете поступок, он создает последствия. Все просто, все справедливо, все взаимосвязано. Представьте, что вы всю жизнь смотрели на гобелен с изнаночной стороны. Видели только спутанные нити, узлы, обрывки цветов без смысла и системы. А теперь гобелен перевернули. И вы видите картину. Целостную, прекрасную, осмысленную. Каждая нить на своем месте. Каждый узел был необходим. Даже темные нити создавали контраст, без которого светлые не были бы видны. Древние египтяне описывали похожий процесс через метафору взвешивания сердца на весах Маат. Если сердце оказывалось легче пера, душа продолжала путь. Но вдумайтесь, легче пера. Это не о грехах и добродетелях. Это о легкости бытия, о способности отпустить, о готовности двигаться дальше. В эти 30 дней душа также встречается с другими душами. С теми, кто ушел раньше – родители, друзья, учителя. С теми, кто был связан кармически, те, кому мы причинили боль, и те, кто причинил боль нам. С душами-спутниками, теми, с кем мы путешествуем из жизни в жизнь. Это не сентиментальные встречи из голливудских фильмов. Это узнавание. Как будто актеры после спектакля снимают костюмы и грим. И вы вдруг понимаете, тот, кто играл вашего врага, на самом деле ваш старый друг. Он согласился на эту роль, чтобы помочь вам выучить урок прощения. А тот, кто был вашей великой любовью, оказывается частью вашей собственной души, которая воплотилась отдельно, чтобы вы могли познать любовь через разделение и воссоединение. К концу этого периода душа обретает полное понимание своего путешествия, не только последней жизни, всего пути, всех воплощений, всех уроков. И тогда наступает 40-й день. Сороковой день. Кульминация путешествия. В христианской традиции это день Божьего суда. В буддизме – момент определения следующего перерождения. В исламе – время окончательного решения о судьбе души. Но что, если все эти традиции говорят об одном и том же, просто разными словами? Позвольте предложить вам иную интерпретацию. Не суд, не приговор, а выбор. После 40 дней путешествия, очищения и осознания душа сама определяет свой дальнейший путь. Это как окончание университета. Вы получили знания, опыт, понимание. И теперь выбираете, куда идти дальше. Первый путь. Новое воплощение. Душа видит, какие уроки остались невыученными, какие долги неоплаченными, какие таланты нераскрытыми. И она выбирает вернуться. Не как наказание, как возможность. Она сама выбирает семью, страну, обстоятельства рождения. Все, что поможет ей выучить нужные уроки и выполнить свою миссию. Второй путь – мир покоя. Некоторые души настолько устали от земных воплощений, что им нужен длительный отдых. Восстановление, исцеление. Это не рай в религиозном смысле. Это санаторий для души. Место, где можно восстановить силы перед новым путешествием. Третий путь – служение.
Души, достигшие определенного уровня развития, могут выбрать остаться в тонких мирах как помощники, учителя, хранители. Те самые ангелы-хранители и духовные наставники, которые помогают другим душам в их путешествиях. И знаете, что самое важное? Нет правильного или неправильного выбора. Нет лучшего или худшего пути. Есть только тот путь, который соответствует текущему уровню развития души. Как река естественно течет к морю, так и душа естественно движется к своему предназначению. Давайте на минуту вернемся из космических далей к земной реальности. Как это знание может помочь нам здесь и сейчас? Предлагаю вам простую, но глубокую практику. Практика 40 дней осознанности. Выберите одну привычку или качество, которое вы хотите трансформировать. Может быть, это раздражительность, может быть, неумение прощать, а может, страх перемен. В течение 40 дней, каждый вечер перед сном, задавайте себе 3 вопроса. Первый. Как это качество проявилось сегодня? Второй. Какие последствия это создало для меня и других? Третий. Как я могу трансформировать это завтра? Записывайте ответы. Без осуждения. С любопытством исследователя. Через 40 дней вы увидите удивительную трансформацию. Не потому что 40 – магическое число, а потому что это достаточный срок, чтобы осознанность стала привычкой. Легенда о 40 днях. Это не столько рассказ о смерти, сколько притча о жизни. Она напоминает нам, что каждый наш поступок, каждая мысль, каждая эмоция – это невидимые нити, из которых мы создаем полотно своей души. И, возможно, главный смысл не в том, чтобы бояться посмертного суда, а в том, чтобы прожить эту жизнь так, чтобы в конце пути, в великой тишине, нам не было стыдно взглянуть в собственное зеркало. Чтобы путешествие, которое однажды ждет каждого, стало не испытанием, а возвращением домой. Знаете, есть старая суфийская притча. Ученик спросил мастера: «Учитель, что происходит после смерти?» Мастер ответил: «Не знаю». «Но как же так? Вы же просветленный мастер». «Да, но не мертвый». И в этом вся мудрость. Мы можем изучать карты, но настоящее путешествие каждый совершит сам. И единственное, что мы можем сделать, это жить так, чтобы быть готовыми к любому путешествию. С любовью, с осознанностью, с открытым сердцем. Дорогие искатели, поделитесь в комментариях, какие традиции или верования, связанные с этим священным периодом, известны вам. Может быть, в вашей семье есть особые ритуалы, поминовения на 9-й или 40-й день. Или, возможно, вы сами переживали мистический опыт, связанный с уходом близкого человека. Ваши истории очень ценны. Они помогают всем нам глубже понять эту великую тайну. Если это путешествие было для вас важным, подписывайтесь на канал Аркана Визио. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые путешествия в тайны нашего мира. И помните, поддержать канал можно не только лайком и подпиской. Ваши донаты помогают нам создавать еще более качественный и глубокий контент. Ссылка в описании. Впереди нас ждут новые исследования. Тайны снов, секреты древних цивилизаций, практики расширения сознания. До встречи в следующем путешествии. И помните, смерть — это не конец, это трансформация.